Привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня мы пишем с вами уже вторую картину «Море по месяцам года». Сегодня будет февральское море, точнее море в цветах февраля. Это моя палитра на сегодня. Февраль для меня на самом деле в хорошую такую зиму, если она выпадает, то это достаточно чистый, тоже приятный месяц, но для этой картины у меня есть особые референсы, как раз-таки, которые я сняла сама на пути в аэропорт. Это было ранним утром, и посмотрите, каких цветов было небо. То есть это такая вот прям чистая лиловая, петербургская розовая, переход на королевскую голубую. И что-то подобное сегодня я хочу создать, потому что с тех пор меня этот сюжет не отпускает, и я так его ни разу не рисовала. Но вот по цветам это чистый для меня февраль, когда все имеет оттенки фиолетового, но при этом море в этот раз должно быть уже такое, достаточно темное, то есть оно такое должно быть уже немножко волнующееся, какой-то предвестник перемен, предвестник уже другой погоды, то есть поднимается ветер в этот месяц, как мне помнится, вот, что-то хочется такое, то есть небо красивое, спокойное, еще чистые, холодные дни, ясные, но при этом уже чувствуется дух перемен. Вот что-то, наверное, такое. Как вам откликается? Похоже на февраль. Но пока у нас еще красивые холодные закаты или восходы, наслаждаемся ими, потому что дальше нас ожидают 2 месяца очень таких сложных, пасмурных, таких сложных по цвету, возможно, даже сероватых, возможно, даже немножко что-то связанное с бурей, с переменами. Интересно, какими получится, хотя в то же время следующие месяцы — это оживление, то есть природа оживает, птицы прилетают, становится теплее. И в Инстаграме сейчас я как раз провожу опрос, что для вас апрель, что для вас март. Поэтому, если есть какие-то идеи, пишите либо под видео, либо напрямую мне в Инстаграм. Все читаю, буду рада. А также, если вы хотите поддержать мой канал, вы можете это сделать по ссылке в описании на сайте Boosty. Почему еще петербургская розовая и лиловая? Потому что, наверное, есть ощущение, что в феврале мы празднуем такой самый романтичный праздник. Не знаю, празднуете вы его или нет, но все равно это ощущается, какое-то такое немножко романтичное настроение. Наверное, поэтому мне хочется передать именно вот такой вот закат. Я считаю, что это уже какое-то закатное небо, потому что дни короткие, когда солнце заходит за горизонт, последние лучи окрашивают облака вот в такие приятные зефирные цвета. Не знаю, мне близко. Я в этом чувствую дух и зимы, и любви, и перехода. Посмотрим, как вам будет в конце. Пишу сегодня так же, как и первую картину, на склейке бумаги для масла от Малевич. И чем хорошо, что в небе я даже не пользовалась тушевкой, я сразу же все делаю кисточкой, потому что, мне кажется, вот эта бумага просто идеально наполовину впитывает краску и позволяет делать красивый градиент сразу же кисточкой. То есть я все проработала одной кисточкой. Кстати, классный лайфхак. Если вы не можете отмыть кисточку в разбавителе, то есть вы не хотите сменить цвет, но не менять кисточку, просто держите рядом с собой всегда влажные салфетки и как бы вытягивайте влажной салфеткой краску с кисточки. Очень классно очищает. Не знаю, почему я раньше этим не пользовалась, но влажные салфетки для масла — это тема. Закладываю уже темное ультрамариновое море, буду больше добавлять индиго. Горизонт я стушевываю обычно тушевкой, чтобы он так как бы вдаль уходил и не был ровным контуром. И дальше начинаю уже более темными цветами, то есть индиго плюс ультрамарин, возможно где-то фиолетовый. Я набираю волнушки, то есть мне нужно сделать не просто заполосить мелкими полосочками, как будто это такая гладь воды, а уже сделать некую рябь даже большую. Чем дальше она от нас, тем она меньше, то есть мы уже не видим такие сильные волны. Чем она ближе к нам, тем она больше. Поэтому сейчас заполняю первым слоем.
Не забываем про правила, чем больше деталей, тем интереснее картина, поэтому где-то я сейчас повторно затемняю, прям кладу чистый ультрамарин, либо чистую краску индиго, то есть ближний к нам план должен быть очень-очень темный. При этом, так как мы имеем с вами зефирное небо, зефирно-голубое небо такое, в воде он тоже должен отражаться, поэтому поверх наших пиков, поверх наших волнушек мы начинаем раскидывать более розоватые, розовато-фиолетовые оттенки. Если я вижу, что я сделала достаточно, например, много мазков, но они выглядят неоднородно, я тихонечко прохожусь тушевочной кисточкой, после чего я вновь обновляю цвета, которые смешались. То есть, допустим, поярче темноты добавила или там даже где-то разбила еще на мелкие полосочки, то есть в промежутках добавляю, либо же наоборот добавила света. Ну и мне захотелось добавить больше жизни в картину. Я решила добавить стаи галочек, стаи птиц, где они летят где-то над просторами воды, над океаном. Но мне кажется, что в феврале все-таки происходит. На улице больше жизни, на улице больше звуков, больше света. Да и в целом природа готовится к пробуждению. Поэтому какой-то такой сюжет у меня получился. Как вам мой февраль? Откликается ли вам море в цветах февраля? Мне нравится, я в принципе довольна. Посмотрим, каким будет следующий месяц.